Всем добрый день, вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня я буду моделировать. Моделировать я буду платье с подрезами, со складками или защипами, там уж как получится, как захотим. Использовать я буду вот это полотно трикотажное, очень эластичное, и очень надеюсь, что мои подрезики и мои складочки будут смотреться именно на этих клеточках. Вот. Сейчас я убираю свой трикотаж и давайте поговорим о выкройке. Я буду, конечно же, моделирование проводить по базовой выкройке основе. У меня по базовой выкройке заложена свобода 6 сантиметров к общему обхвату. Значит, мне нужно будет убрать, сделать нулевые прибавки. Что касается спинки, спинку я даже не копировала пока, потому что по спинке у меня никаких изменений, кроме того, что мне нужно срезать по боковым срезам по 1,5 сантиметра. То есть 6 мы делим на 4, у нас 4 среза, и получается 1,5. Со спинки, то есть с полочки, я тоже сейчас уберу сразу по 1,5 сантиметра и уже приступим к построению, вернее к моделированию. Так, 1,5 сантиметра полностью по всему срезу, хотя вот здесь по низу уже можно убрать, то есть мы определились, вот она наша линия бедер, определились с длиной нашей юбочки, какую мы хотим юбочку. Ну, например, вот от линии талии у меня получается 58, но это примерно по колено. Чуть-чуть, может быть, прикрывает колено. Я думаю, что нормально будет 58, поэтому здесь я могу сразу не 1,5 сантиметра убрать, например, а ну, пусть будет 4,5. 4,5, 5 пускай сантиметров я уберу здесь. И теперь по линии бедер я откладываю 1,5 сантиметра, по линии талии 1,5 сантиметра. Ну и дальше сейчас пойдем по 1,5 сантиметра все это убирать. То есть сейчас я вот эту точку, где я поставила точку 5, и 1,5 сантиметра по линии бедер я соединяю вот так прямой совершенно линией. Когда буду выкраивать на ткани, там уже будет вот этот угол, конечно, срезаться. То есть он будет выравниваться. Далее срезаю 1,5 сантиметра по линии бока дальше. Значит, здесь у меня получается 1,5 сантиметра, сюда, сюда. Все везде 1,5 сантиметра по боковой линии я снимаю. Минуя, конечно же, выточку. То же самое я делаю с другой стороны. Сюда я откладываю 5 сантиметров сразу. Сюда 1,5. Что касается проймы, не знаю, может быть, конечно, и можно, то есть, может быть, и нужно углубить. В принципе, у меня ткань не тянется по длине, поэтому я думаю, что все-таки углублю на пару сантиметров, может быть, на 1,5. Нет, все-таки, наверное, на 2 сантиметра я углублю. Так. Сразу делаю зеркально это с другой стороны. Плавненько вывожу. Потом я это все сложу пополам и обязательно проверю. Так, здесь сразу можно вырезать. А вот это пока не вырезаю. То есть это нам пригодится, вот этот вот излишек нам пригодится, когда мы будем делать надрезы и защипы или складки, что там получится у нас. Как захотим, в общем, так и будем делать. Значит, смотрите, я хочу, чтобы у меня была линия талии отрезная, я сразу отрезаю по линии талии, так мне будет удобнее. Убираю пока юбку. Кстати, юбку можно оставить такой, какая она есть, чтобы не утяжелять, да, так сказать, дизайн, скажем так. А я хочу утяжелить. То есть я хочу заморочиться. Поэтому я чуть-чуть попозже покажу, каким образом я буду заморачиваться. Если вы хотите углубить горловину, вы можете это сделать сейчас. Можно расширить, углубить, как хотите. Можно сделать на один бок, там, ну, что хотите. Высокая стоечка, цельнокроенная. В общем, тут думайте сами. Что я буду делать? Я, наверное, все-таки не буду углублять. Пусть будет такая горловина, трикотаж все-таки будет эластичный. В общем, если нужно будет, углублю в процессе работы. Смотрите, что я делаю. Вот у меня закругление горловины. Вот оно, да?
И вот она моя высшая точка груди. От закругления до высшей точки груди я вот так прикладываю, то есть к закруглению горловины и к высшей точке груди я прикладываю линеечку и провожу прямую линию совершенно до линии талии через высшую точку груди. Далее мне нужно найти параллельную линию от этой линии до высшей точки груди второй. Так, я просто беру сейчас прямоугольник, угольник, неважно, от этой линии, вот у меня угольник приложила к этой линии, и она должна сойтись вот с этой, с высшей точки груди. И по этой линии я просто измеряю, мне ровно 17 сантиметров получается. Для удобства я отмеряю 17 сантиметров ниже, 17 сантиметров выше, то есть таким образом мы найдем 100% параллельную линию. Через эти точки я провожу, опять же, совершенно прямую линию до низа. Получается, от проймы до линии талии. Теперь я разрезаю по одной стороне выточку. Дальше отрезаю также по одной стороне выточку нагрудную. Центр совпадает. Так, теперь я соединяю раствор выточки талиевой, совмещаю вот так. То есть выточек у нас по переду не будет. То же самое делаю с другой стороны. Соединяю раствор выточки. Теперь я должна разрезать по этой стороне нижнюю линию до высшей точки груди. Опять же, вот эту часть я заклеиваю, соединяю раствор выточки нагрудной. Выточка у нас переходит вот в этот подрез. Дальше, с этой стороны я разрезаю сверху от проймы до выточки, то есть выше точки груди. Так, здесь у меня уже все можно выбросить. Тоже я соединяю раствор выточки. Вот такая у нас получилась конструкция. Теперь я буду делать надрезы. Значит, смотрите, надрезы я буду просто вот так параллельно, опять же, вот этой линии, параллельно я провожу первую линию. То есть параллельно нашей уже выточке, которая раскрылась, вот она внизу, да. Теперь возьму линеечку, чтобы было мне удобнее не высчитывать, не рассчитывать. Я вот так просто на ширину линеечки проведу еще, раза 3-4, сколько мне здесь хватит. Вот так. Мне нужно разрезать от внутренней части выточки сюда к боковому срезу, но не дорезая 2 миллиметра, чтобы они у нас не потерялись, не разбежались, эти надрезики. То есть, смотрите, наша выточка и нагрудная, и талиевая, они сейчас открылись вот здесь, с одной стороны, вот здесь, с другой стороны. Дальше мы вот так раскладываем, то есть нам нужно сейчас взять кусочек кальки, подложить под выкройку. Мне нужно сделать правильную ровную раздвижку. То есть между вот этими полосочками должно быть одинаковое расстояние. Допустим, пусть будет 3 сантиметра, тогда моя складочка будет 1,5 сантиметра одна. Да? То есть между раздвижками вот этими у нас будет складочка. Если вы хотите больше, то вы открываете больше. Хотите меньше, открывайте меньше. Я буду делать так, как буду, то есть так, как хочу. Решила, что у меня будет 1,5 сантиметра одна складочка. Стараюсь аккуратненько все это выкладывать, чтобы здесь никаких перекосов не было.
Так, дальше. Три сантиметра. Вот так придерживаю, смотрю, чтобы никаких перекосов не было. И последняя еще одна. Ну и, конечно же, мне нужно вот эту часть тоже зафиксировать. Можно обрисовать по контуру и вырезать из новой кальки. То есть мы сейчас, допустим, здесь сделаем, и потом вы можете приложить на новую кальку и вырезать. Но я думаю, что это слишком неэкономно, поэтому я так делать не буду. В общем, я просто чуть побольше приклею вот эти вот клейкие штучки свои. Так. И теперь просто лишнее вырежу. Здесь я вырежу лишнее, то есть боковой срез. Я уже за минусом вот этих своих 1,5 сантиметров, да, дальше вот здесь я просто вырезаю. Оно мне не нужно. Вот это лишняя калька. И здесь я должна сложить свои складочки. То есть, смотрите, вот у меня от линии до линии складка, от линии до линии складка, и так все складочки, да. И я должна сейчас сложить аккуратненько. Так. Следующая складочка. Выравниваю вот эти вот края. А тут буду сейчас обрезать именно уже со сложенными складочками. Вот так я сейчас обрезаю. Все. И теперь раскладываю. И вот как получилось, так получилось. В принципе, у меня получилась достаточно ровненькая линия, да. Так, теперь то же самое я делаю с этой стороны. Я думаю, что лучше, конечно, под прямым углом, чтобы никакой кривизны не было, чтобы все было замечательно. Первую линию вот я провожу. И теперь мне нужно сюда уместить еще 3 линии, да? И опять же на ширину линеечки. 1, 2, 3. Слава богу, я уместилась. Ну, в принципе, можно их сдвинуть чуть-чуть сюда и сдвинуть сюда, но это уже, я уже не буду здесь ничего портить сейчас. Значит, смотрите, чтобы вот этот вот мой маленький кусочек, опять же, не потерялся, я сразу подложу, перед тем, как резать, сразу подложу под выкройку кусочек кальки и сейчас буду вырезать. Значит, если мы здесь срезали вот так, то здесь мы срезать будем, опять же, от внутренней части выточки вот сюда, к боковому срезу. Так, срезаю сначала отсюда, не дорезая примерно 2 миллиметра. Но здесь, кстати, можно сразу вырезать вот это вот 1,5 сантиметра наших, которые мы убрали от свободы. Ну ладно, я уже начала резать. И также я раздвигаю на 3 сантиметра каждую раздвижку, да, 3 сантиметра у меня будет ширина между складочками, между полосочками. Готово. Еще раз сейчас приклею вот где-нибудь здесь, ну, чтобы зафиксировать, да, чтобы не убежали мои
моя выкроечка. Вырезаю. У меня здесь получается очень ровно практически, поэтому я уже буду это все высчитывать на самой ткани. Может быть, у меня там 3 складки заложатся, а не 4, или сколько у меня тут, 4 складочки, да? В общем, я уже буду смотреть на ткани. Кстати, можно сделать и не складки, а можно сделать сборки. Как хотите, но я хочу складки. Складки именно, чтобы смотрели вверх. Теперь я сделаю то же самое и с юбочкой. Но еще раз говорю, что если вы хотите, то у вас просто может быть юбка-карандаш. Сохраняем выточки. Если не хотите сохранять выточки, то вы можете их срезать по боковым линиям. В принципе, по переду выточки небольшие, по спинке, ну тоже в принципе можно, потому что это у нас трикотажное полотно, то есть оно растягивается хорошо. Но я еще раз говорю, я не хочу, чтобы на мне платье сидело в обтяжку. Поэтому я не буду убирать выточки, а буду закладывать их вот в такие складочки. То есть я пока убираю свою полочку. Напоминаю, что это только полочка, спинку я еще не трогала. Так, здесь у меня уже я убрала свои 1,5 сантиметра, то есть я могу сразу вырезать. Вернее, я не только 1,5 сантиметра убрала, но и сразу заузила к низу свою юбку. Юбка-карандаш, зауженная к низу. Вот так совмещаю выточки, смотрите, по линии талии, совмещаю талиевые выточки, вот они, да, у меня видно. Вот здесь у меня выточка соединилась, здесь у меня выточка соединилась, и я ее продолжаю, эту линию. Можно даже, наверное, сразу длинной линеечкой. Вот так прикладываю, и я ее сразу продолжаю. Продолжаю, естественно, пунктирной линией, потому что она у меня будет не постоянная, не основная. Теперь просто на нее я буду ориентироваться. Теперь я беру угольник, прикладываю вот к этой линии и таким образом, чтобы вторая сторона угольника у меня совпадала, то есть вот так соединялась с вершиной выточки. И вот это расстояние мне нужно промерить. Промеряю, у меня получается ровно 3 сантиметра, значит, от пунктирной линии чуть ниже, можно вот так несколько раз отмерить 3 сантиметра. И теперь через вершину выточки, через эти точки я провожу уже окончательную линию, линию разреза. Теперь то же самое я делаю, значит, вот эту сторону угольника прикладываю к пунктирной линии. И чтобы она у меня вот так соединялась, то есть вот эта сторона соединяется с вершиной второй выточки, и вот это расстояние я измеряю. У меня получается так, 13,5, чуть-чуть больше, 13 где-то и 7, наверное, вот так. И теперь через эти точки я провожу вторую прямую линию, вот так, полностью по всей юбочке вот так провожу. Прикладываю свою выкройку, чтобы ориентироваться, да. Так, значит, мне нужно разрезать вот эту и вот эту. Но здесь я буду резать снизу, а здесь я буду резать сверху. Здесь у меня снизу, здесь сверху. Ну, чтобы было все логично, да. Поэтому, чтобы не путаться, давайте сразу. Я вот здесь отрезаю сверху, разрезаю, вернее. Так. Здесь разрезаю снизу. Разрезаю до вершины выточки. Дальше разрезаю по одной стороне выточку, ну и сразу вторую. И совмещаю раствор выточки. То есть закрываю выточки. И одну и вторую выточки закрываю. Так.
И теперь мне нужно опять сделать разрезики и раздвижку, да. То есть, ну, в принципе, то же самое я сделаю 4 разрезика на 3 сантиметра, чтобы было все одинаково. К сожалению, у меня разрядилась камера, поэтому я дала ей немножечко подзарядиться и немножко остыть. За кадром я доделала вот этот хвостик. Понятно, да? Вот у меня что получилось. Это у меня полностью полочка. Что касается спинки, я тоже за кадром откопировала полностью спинку, сразу прорисовала 1,5 сантиметра по боку и вот эти 5 сантиметров заужения. 2 сантиметра опустила линию проймы. Что еще я буду здесь делать? Смотрите, во-первых, я хочу убрать эту выточку плечевую, потому что ткань действительно тянется и она не нужна. Значит, эти у меня здесь 1,5 сантиметра я просто сниму отсюда с плечевого среза и плечо прорисую вот так вот совершенно ровно. Все, здесь я ничего не меняла. Здесь у меня должен быть прямой угол. Вот здесь. И немножечко вот так вот делаю плавную линию такую. Так, дальше. Выточку талиевую я оставляю. Приталивание у меня остается. И по центру я тоже хочу... Вернее, не знаю, я буду делать шов или нет. Возможно, я просто сейчас переделаю выточки. Я сделаю 2 выточки, потому что в совокупности у меня слишком большая выточка. Если вот эту переносить сюда, сделаю 2 выточки. Сейчас вырежу полностью спинку. Вот эту линию режу прямо, потому что хочу все-таки, чтобы у меня был не шов посерединке, а сгиб. Здесь, смотрите, кто-то скажет, я забрала целый сантиметр по ширине спины, но это не страшно, опять же, потому что ткань у нас очень эластичная. То есть там на спинку нормально все будет по спинке. Здесь я делаю более плавную линию. У меня не ярко выраженные бедра, поэтому мне здесь не нужно ничего округлять сильно. Линию, кстати, низа я сделала точно такую же, как и по полочке. То есть измерила от линии талии вниз, у меня было 58 сантиметров. Все эти линии у меня совпадают. Линия низа, линия бедер, линия талии. Все должно совпадать в этом крое, в этом случае. Так, выточка основная 3 сантиметра плюс 1,5, то есть 4,5 сантиметра у меня выточка. Мне нужно разделить ее, ну, наверное, так, наверное, пусть будет 2,5 одна выточка и 2 другая. Да, то есть нормально будет. Размещение, как разместить выточки. Значит, вот это получается я уже не буду, это не будет у меня. Значит, размещаем выточки так. От центра спины я отложу, пусть будет 7 сантиметров. Дальше у меня будет 2 сантиметра. Дальше должно быть какой-то перерыв, должен быть, да? Допустим, здесь тоже, если 7 и 2,5. Вот они у меня будут выточки, да? В принципе, нормально. То есть, как располагать выточки, это уже дело лично каждого. Значит, смотрите, я что сделаю. 7 сантиметров я отложу чуть выше и чуть ниже. Ну, вот по линии бедер. Так. Это у меня будет центр моей одной выточки. И центр выточки сейчас найдем второй. Так, 14,5 сантиметров. 14,5 сюда. 14,5 сюда. Это будет центр выточки второй. Так, высота выточки, то есть верхняя вершина выточки, которая первая, она будет главная, то есть она шире, да, и она соответствует сюда и соответствует сюда. То есть я сейчас прорисовываю главную выточку. Вот она у меня главная выточка. И вторая выточка у меня будет, так, вот я ее зарисую, выточку, вот она у меня будет выточка. Вторая выточка, она должна быть чуть-чуть поменьше.
Так, вторая выточка должна быть чуть меньше. Ну вот, допустим, это у меня выточка на 6 сантиметров, пусть будет на 8 сантиметров от линии бедер вверх. Так, здесь у меня на 19,5 сантиметров, ну пусть будет на 15 сантиметров вверх. Вот так. То есть, ну, тут смотрите, у меня почему такая короткая выточка, потому что у меня короткая спинка, да, 37 сантиметров от высшей точки плеча до линии талии. Поэтому у меня выточка 19-19,5 сантиметров, то есть у меня 20 это предел. А вообще выточка от 22, верхняя выточка, да, то есть верхний раствор выточки по спинке до 24, ну там зависит от размера. Ну вот у меня вот такая вот выточка, значит, такая спинка. Вот эту выточку вторую я буду вырезать, посмотрим, что у меня получится. Ну и в принципе это все по спинке. Вообще вся выкройка у меня готова. Что касается рукавов, я пока еще не знаю, будут ли у меня вообще рукава. Стала сшивать выточки и поняла, что местами поменяла большую и маленькую выточку. Но я думаю, что это не проблема поменять их местами обратно, да? То есть вот эту выточку, которую я сделала большую, она должна быть ближе к центру. То есть больше выточка должна быть ближе к центру, а меньше выточка должна быть ближе к боку. Ну, в принципе, если вам так непонятно, я могу сейчас это исправить. То есть, смотрите, я сейчас приклею кусочек кальки, как обычно. Просто вот так вот вверху немножко, внизу немножко прихвачу, да, не буду сильно заморачиваться. И вот эти точки, вершины выточки, я вот так вот проведу здесь и здесь, чтобы было понятно, чтобы ничего не высчитывать еще раз. То есть, смотрите, вот эту выточку я сделала большую, она должна быть маленькой. Уменьшаю здесь и уменьшаю, вот она вершина выточки, да, то есть я ее укорачиваю. То же самое здесь, вот она вершина будет. Так, и эту, наоборот, я чуть-чуть увеличиваю и продляю выточку до вот этой вершины. Все, заново сейчас вырезаю. Все, я думаю, понятно все. Исправляемся. И на старуху бывает проруха. Продолжаем работать.